Так, ребята, привет всем, с вами Баджер, это мифические пазлы. Сегодня будем бить мифического титана. Я его ждал и, значит, хочу наконец-то попробовать использовать плюс-минус потенциального какого-то нормального там, ну, относительно мультишотера. Я сколько лет бил титана исключительно, ну, монокомандами, там, грубо говоря, камнем. Вот последние там пару месяцев что-то пытался использовать желтую команду здесь с автоликом, да, потому что вот это единственный какой мультишутер, который у меня вообще был, но там много попыток я потратил на это все, и по итогу показал такие же результаты с толиком, как и если бы я просто взял там рандомную команду в противоцвет титана и бил камнем. Вот. Ну а сейчас вкачал в Риколакса, и чисто теоретически с Тайризи он должен нормально сработать, поэтому давайте будем пробовать. Значит, что мы с расходки берем? Кристалл, большую ману, фолик, значит, свиточки для наших камней фиолетовых, ну и, соответственно, Морена у нас будет как хрупкость, доп урон, Тайризия хороший срез брони, минус 60 и плюс там минус 61 или минус 62, наверное, будет. В Риколакс, соответственно, типа хаммер, ну, как бы шотер, ударник. Аларун срезает защиту от ультимейтов. Ну и Моника стихийник. И, кстати, попробуем потом сейчас один топок с Моникой, а второй топок хочу попробовать с Утером. Да, у Утера меньше срез брони, там минус 34 против 54 у Моники, но Утер дает еще 30% баф на атаку. И дебафы, и бафы, они одинаково полезны, но давайте пока начнем с такого тапка. Честно говоря, достаточно немного у меня практики бить именно с ульты. Ну, давайте начинать. Будем учиться, так называется. Окей. Сразу разлетелись, все хорошо у нас. Ну и поехали. Еще очень важно, чтобы, конечно же, камень шел. Вот, ну пока вроде камень, кстати, идет, то это хорошо. Мне нравится. Если я наберу там 1-1,5 миллиона, это для меня будет уже победа, честно говоря, я вот скажу. Потому что с толиком даже таких показателей не получалось набирать. Хотя, казалось бы, ну, там говорили мне, да 1 200 000 толик типа может делать спокойно. Но вот. Не получалось. С камнями получалось с толиком набить намного больше. Так, заряжаемся еще разочек. Не хватило. Вот, комбо не полетело, видите, и... Ладно. Хоп-хоп-хоп. Еще раз кристальчик. Вот, сейчас фиолетовые зашли, это хорошо. Все, расходка наша подходит к концу. Отлично, еще кристалл взорвался. В принципе, not bad. Ну и теперь можно уже просто закидывать и рассчитывать на то, что будут лететь там какие-то комбинации. Кстати, фиолетовых камней маловато, откровенно говоря. Ну, ладно. Будем пытаться как-то их выгонять. Сейчас вот так. Кстати, срез... Какой там срез у него? Минус... даже не видно, какой срез брони, блин. Ну, по 3000 что-то там лупит, да, срезанную бронь. Это, наверное, его уже срез, а не Тайризи. Так, и вот так сейчас заряжаемся еще разок. Комбо, кстати, вообще не летит, это вот плохо. Ну, 1 миллион набил, на самом деле это, ну, плюс-минус окей. То, что я, наверное, рассчитывал получить. Но с другой стороны, ну, вообще не летит. Вот прямо от слова совсем. Я прям чувствую, что здесь можно было бы набрать даже побольше. Сейчас еще закинешь тычку? Закинул. Ну, такое. Это, я считаю, вообще не показатель. Не показатель. Окей. Ну, в любом случае, ребята, это намного лучше, чем
Там то ли комбить, я вам скажу. Эм, Давайте так, чисто ради интереса. Это, конечно, будет не совсем, наверное, показатель какой-то. Ну, попробуем взять утро. Меньше срез, но еще баф на атаку. Если так прикинуть, то в дельте урон, ну, потенциально может быть даже выше. Ну, давайте пробовать. Все 6 тапков откидывать не буду. Так, поехали. Ну, в слабое место надо, чтобы влетало. Ну, камон, это не то, что хочется. Так. Надо посмотреть с бафом на атаку, поскольку он по 8 тысяч, да, бьет, получается, с бафом на атаку. Не то, чтобы как-то очень-очень много. Честно говоря, возможно, даже есть смысл и Монику потом дальше юзать. Ну, опять-таки, это раз на раз не получается, там не приходится. Результаты будут в любом случае одинаковые. Так, хоп-хоп-хоп. И вот так. И опять комбо. Ну вот сейчас что-то там сорвалось. Ну, мало, ну смотрите, вообще как бы в слабое место, вот туда, куда надо, чтобы летело, не летит. И это плохо. Ну, понятное дело, что с такими делами, то проблемно все будет. Смотрите, даже камни не может нормально создать. Вы прикиньте, я вообще в шоке. Не создаются даже нормально камни, блин. Поэтому можно сказать, что здесь, ну, не совсем, что ли, объективно будет. Ну, понятно, что миллион тут какой-то набью, какой-никакой. Ну, как-то я расстроен, конечно. Хоп. А где фиолы? Блин, это просто жесть какая-то. Это как вообще, это как работает? Где фиолетовые камни мои? Ну да, ребята, тут вот сейчас вот если миллион набью, то это будет уже прям победа. Ни в какую вообще не хочет заходить комбо. Ну это, конечно, ужас. Честно говоря, я вообще очень сильно расстроен. Потому что ожидал, ну, получше результатов. Ну, камон, даже миллиона не набил. Использовать кучу свитков камней и типа не получится-то вообще никакого профита. Но это очень странно. Ладно, давайте пойдем еще такой же командой ударим. Еще раз. Закрепим, скажем так. Очень много зависит, конечно же, от комбинации. Но если не летит комбинация, ну вот видите, вот такие вот поляны вообще максимально непонятные, то ну, в таких ситуациях и ждать особо ничего не стоит. Немножко неприятненько. И летят, и красные летят, ну вот, хоть фиолы подлетели. Но опять-таки не в слабое место, а ну, это не то, что надо. Ладно, давайте пока разлетимся. Конечно, можно еще сказать, что это все-таки фиолетовый титан, и ну, ожидать того, что будет какой-то охеренный просто урон фиолетовой командой фиолетового титана, это сложно. Ну вот, да почему? Ну дайте мне, блин, камня фиолетового, ну капец, ну что за приколы? Ай-яй-яй-яй. Вообще, переворот поля ничего не дает, я не знаю. Вот я сейчас даю гарантию, я просто беру рандомную зеленую команду со станком, иду, делаю тот же самый миллион урона просто налегке.
Да, блин, вообще печаль. Фиолетовые дайте. Ну что же вы за... Смотрите, они создаются вообще непонятно как. Жесть. Ладно, крутим последние кристаллы. Да, тут уж взорвалось, хорошо. Ой, красных сколько, ой, желтых сколько. Знаете, можно еще будет сейчас попробовать чисто ради прикола взять вместо Тайризии, например, дополнительного себе баффера, например, Химико. Почему бы и нет? Ну, есть такой вариант, теоретически, который может, в принципе, сработать. Можно будет попробовать, кстати. Все равно, ну, у нас, типа, срез брони-то в любом случае есть. Да, вообще печалька. Ну, прям печалька. Печалька. Давайте брать тогда... Сразу идем дальше. Шла вон отсюда. И возьмем... Да, она там без эмок, ну, ничего страшного. Возьмем химичку. Да, у нее, в принципе, и артефакт хороший. Давайте еще так попробуем. Конечно, сейчас будут показатели уже похуже. Ну, очевидно. Так как уже дебафы работают по героям. Хоп-хоп-хоп. Ну, ничего страшного. Ну, так видите, так по 11 тысяч с плюхи летит. Получается, что профитнее играть через Химико и родной срез брони в Риколакса, чем через непосредственно там ту же Тайризию. Ну окей, давайте, пока бьем. Здесь у меня такое чувство, что даже интереснее немножко поле летит. Возможно, я ошибаюсь, но, по крайней мере, хоть какие-то комбинации, там, хоть какие-никакие. А ну-ка, давайте мне камней чуть-чуть. А еще камней. О, спасибо, даже кристалл получился, хорошо. Так, раз, крутим. Не, ребят, я поспешил. Поле не летит. Не особо. Не особо совсем. У меня уже, блин, все просто в камнях. Ладно, давайте перекрутим. Хрен бы с ним. Хоть зеленые камни убрали. Красные, капец. Зачем они? Зачем? Красные кристаллы, блин, капец. Вот если бы такие комбинации летели только с фиолетовыми, это было бы интереснее. Ну, это просто ни о чем. Так, ладно, давайте тогда мы будем уже начинать взрывать все подряд. Хоп, хоп, желтенький кристалл, поехали. Ну, по крайней мере, здесь стабильно больше миллиона получилось. Я видел, в любом случае, я видел, что Риколакс-то больнее бьет. Вот конкретно под этими бафами он бьет поинтереснее. Там десяточка и так далее. Ну вот, полетело тогда, когда уже... Спасибо. Ну, 1 300 000. Окей. Ладно, остальные тапки докину уже... Как докину, не буду это записывать. Ну, суть в том, что в целом бить в Риколаксом интереснее и профитнее, чем тем же Саном Автоликом. Конечно, с моим пулом героев у меня нет там никаких... Это Фоки, там всяких этих, господи, как этот усыпающий там гипноз, да, этих всех чуваков нет, поэтому буду бить как бить. В любом случае это намного стабильнее, чем бить камнем, и все-таки гораздо интереснее, чем бить автоликом. Ну вот то, что поле у меня совсем не летит, это, ну, я не знаю, у меня вот сколько раз я уже месяца 2 или 3 пытаюсь бить вот так ультимейтами, поле не летит капитально. Ладно, вот такой был видос. Надеюсь, вам понравилось. Это был для меня новый интересный опыт. Ставьте лайки, ребят.
Подписывайтесь, давайте свои советы, как бить правильно мифического титана. Я в этом плюс-минус профан. Всегда готов выслушать конструктивную критику и какие-то предложения. Подписывайтесь на канал. Еще раз, ставьте лайки обязательно и оформляйте спонсорство. Все будет хорошо. Всем спасибо, всем удачи, пока.